Всем привет! 29 августа, лету конец, еду в ущелье Адырсу. В общем, я добрал. Очень нехорошие новости, друзья. Самое время рассказать о своих ощущениях. Что на меня нашло, не знаю. Я еще почему остался ночевать. Все-таки на перевале я был прав. Так себе, скажу я вам, удовольствие. Какая-то поездка каких-то поломок и непонятных каких-то фантомных отказов систем всяких разных. Друзья, всем привет! Это я, Максим, вы на канале Мотомаксимус. С удивлением для себя сегодня утром понял, что это последние выходные августа месяца, а значит последние выходные этого лета. У меня на канале все какие-то эндуро покатушки по горам, какие-то обзоры отелей, еще что-то. А собственно моего тяжелого эндуро-то и нету. Должен был быть большой фильм про Норвегию, но карантин все отменил, поэтому последние выходные лета решил продуктивно для себя использовать. Еду в ущелье Адырсу. Это в Кабардино-Балкарии, в Приэльбрусье. Очень красивое ущелье, его еще называют парящим ущельем. Там стоит, если не ошибаюсь, единственный или один из немногих рельсово-канатный подъемник автомобильный в гору, который поднимает вас. Хочу на нем подняться и также посмотреть красоты этого ущелья. В этом ущелье под горой Улутау находится Альп-база Улутау, одна из старейших альп-баз, основанная еще в Советском Союзе. В общем, 8 утра, мотоцикл собран, я поехал. По дороге обо всем расскажу более подробно. Я много всего с собой взял на самом деле, хотя еду на день, может быть на 2. Все. Ну что, лето, будем тебя сегодня провожать. Ну что же, друзья, провожаем лето 2020 года и отправляемся на поиски ущелья Адырсу. Из Кисловодска я направляюсь в сторону Кабардино-Балкарской республики, а именно в Баксанское ущелье. Для тех, кто еще ни разу не ездил в этом направлении, краткий экскурс. От Кавказских минеральных вод вы выдвигаетесь в сторону Кабардино-Балкарской республики по указателям на город Нальчик. Буквально пару лет назад построили новую объездную дорогу, которая обводит нас мимо нескольких населенных пунктов, и ехать по ней одно удовольствие. По дороге нужно пересечь один большой пост полиции, который расположен в районе реки Малка и города с одноименным названием. В районе города Баксан на кругу раньше тут стоял большой пост полиции, через который не всегда получалось проехать без мзды. Ухожу направо в сторону Баксанского ущелья. Это довольно известное направление, так как оно ведет к одной из самых главных природных достопримечательностей – горе Эльбрус. Дорога начинается от Баксана с высоты 500 метров над уровнем моря и поднимается до самого подножья Эльбруса на высоту 2340 метров над уровнем моря. Но сегодня наша цель не великан Эльбрус и даже не Баксанское ущелье, которое бесспорно имеет смысл посетить, если вы там еще не бывали. Сегодня моя цель – ущелье Адырсу, или как его еще называют, парящее ущелье. Адырсу переводится с балкарского как «крутая река». Поехать в это ущелье меня подтолкнуло видео одного из мотопутешественников, который там побывал. Необычный рельсово-канатный подъемник, да и само ущелье заинтересовали меня, поэтому я решил отправиться туда лично и все увидеть своими глазами. Двигаясь по Баксанскому ущелью, я попадаю в селение Верхний Баксан и на указателе сворачиваю налево. Всего через 500 метров дорога упирается в тупик с отвесной стеной. Именно здесь берет свое начало ущелье Адырсу. Это место называется Докторский перевал. Название это появилось еще в 1950-х годах. В те годы, чтобы заниматься альпинизмом в этом ущелье, нужна была медицинская справка, поэтому альпинисты дали такое шуточное название подъему. Мол, поднялся наверх, значит прошел докторов и допущен к альплагерю. В общем, я добрался. Вот у меня за спиной та самая рельсово-канатная дорога, которая там одна в России или несколько их штук. Жду, когда спустится вниз, и буду загружаться с машиной, потому что очередь большая, но мотоцикл с машиной грузят можно. Да? Разрешают? Не, ну он маленький, он-то. Здрасте. А кто с подъемника, не подскажете? А вы возьмите
нас с собой. Куда? Ну а что, вы же на мотоцикле. И мы с вами поднимемся стоя. А я ж не директор этого подъемника. Я сам хочу спросить, возьмут меня или нет. На этом перевале расположен внушительных размеров подъемник, а рядом с ним железная лестница. С помощью подъемника поднимают автомобили. Пешие же туристы взбираются вверх по лестнице. Если решите по ней подняться, учтите, что в ней 360 ступенек при перепаде высот почти в 100 метров. Подъемник был построен еще в 1960-е годы. Работает он по принципу фуникулера. Это движущаяся по рельсам огромная металлическая площадка с деревянным настилом. Угол подъема составляет 45 градусов, а длина 60 метров. Это устройство способно поднять не только легковые авто, но и небольшие автобусы. Стоимость на момент прохождения 1000 рублей с автомобиля и 500 рублей с мотоцикла. Спуск бесплатный. Если вы решите подниматься тут, вам нужно учесть небольшую особенность того, как нужно грузить свой транспорт на эту платформу. Не успел я. Ха, быстро он. Я не думал, что так быстро. Да, вообще моментально. В общем, тут дело такое. Кто не успел, тот опоздал. Подъемник стартует очень быстро. Поэтому надо, если есть возможность, заскакивать и ехать наверх. Я, в свою очередь, прозевал. Сейчас поеду со следующей машиной. Чуть-чуть. Мне же еще машину надо поместить сюда. Нормально? Хватает? Ну, вроде да, все поместились. Все, поехали. Ха! Ну, такие ощущения интересные. Так ее потрухивает немного, не этот. Не Мерседес С-класса. Но классно. А вот река. Река Адырсу. Соответственно, ущелье точно так же называется. Ущелье Адырсу. И мы сейчас поднимаемся, если не ошибаюсь, на 100 метров выше по уровню. По-моему, замечательное окончание лета. Сразу после подъемника стоит погранпост. Для его прохождения необходим паспорт, документ на транспорт, как в моем случае, и пояснение, куда и зачем вы направляетесь. Отсюда начинается 20-километровая пограничная зона с Грузией. Все серьезно. Ходить можно, но только с разрешения. Протяженность ущелья Адырсу около 14 километров, но нужно понимать, что за эти 14 километров подъем составит почти 800 метров. С 1600 метров над уровнем моря от подъемника на 2380 до поляны у подножья горы Улутау. По дороге я проехал 3-4 километра после КП, и вот такая беседочка. Беседочка, чтобы отдохнуть. Классно, я доволен. Прям супер. Хочется сейчас скорее уже туда приехать, но с другой стороны надо потянуть удовольствие, поэтому сейчас сяду, 2 минутки посижу в этой беседочке, попью водички и поеду дальше. Надо получать удовольствие от момента. Не надо спешить. Потом, когда возвращаешься из любого путешествия, ты понимаешь, блин, вот там вот место было, ну чё я его пролетел? Ну зачем? Можно же было тихо, спокойно. Торопиться не надо. Очень нехорошие новости, друзья. У меня откуда-то капает тосол. Или антифриз, что там у меня. Охлаждающая жидкость, в общем. И
что и бачок расширительный пустой. Это не есть хорошо. Ну, тут, соответственно, перелив. Это с него течет, как бы, понятно, но почему? Почему, зачем? Мы так не договаривались. А, нет. Фу, вас напугал и себя напугал. Расширительный бачок не пустой, он наоборот полный. Судя по всему, я зимой менял в мотоцикле охлаждающую жидкость. Видать, я переборщил с объемом, чуток залил больше, чем надо. И сейчас, ну, вот, в условиях горных, потому что я-то в этом году на мотоцикле этим, по сути, и не ездил нормально. Сейчас он начал греться в горах, и, видать, расширилась жидкость, начала капать. Короче, все нормально. Едем дальше. От Докторского перевала ущелье Адырсу узкое с крутыми склонами. Дорога идет вдоль реки, несколько раз пересекая ее, и на протяжении всего пути слышен шум воды, стремящийся вниз. Но выше, у подножия горы Улутау, горы расступаются и ущелье становится широким, с плоским дном, по которому река изливается на много постоянно изменяющихся русел, которые ведут себя уже намного спокойнее. Всего в ущелье Адырсу насчитывается около десятка оборудованных мест для ночевок и несколько баз для альпинистов и просто туристов. К наиболее обустроенным относится альп-лагерь Улутау. Эту спортивно-учебную базу основали на высоте 2380 метров еще в 1936 году. Она работает с начала лета и до конца сентября. На территории имеются жилые корпуса, места для палаток, столовая, душ, медпункт и прокат снаряжения. Но нужно понимать, что условия тут спартанские, и любителям отдыха 3 звезды плюс здесь будет некомфортно. Альп-лагерь Улутау находится на территории национального заповедника Приэльбрусья. Сразу за ним зона леса заканчивается и начинаются каменистые склоны, изредка покрытые альпийскими травами. А еще отсюда начинается уже 5-километровая пограничная зона, и даже если вы хотите просто прогуляться к склонам, вам необходимо оформить специальное разрешение. Я не собирался в этот раз много ходить, но разрешение себе на всякий случай оформил. Получить его можно на альбазе Улутау. Выглядит оно вот так. И по сути регламентирует ваше нахождение в пограничной зоне. Правила же поведения там вам детально проговариваются в момент выдачи разрешения. Насколько я понял, это разрешение стоит каких-то денег, но с меня ничего не взяли. И, кстати, хочется сказать отдельное спасибо за гостеприимство и помощь в прохождении всех процедур оформления пропуска моим друзьям и коллегам Расулу и Даниялу. Я получил пропуск в 5-километровую зону, и мне было предложено остаться непосредственно на самой альп-базе Улутау, но я поблагодарил за предложение и выехал с территории, потому что, во-первых, я еще не понимал, останусь ли я здесь на ночлег, а во-вторых, в этот день мне хотелось побыть одному, и если и остаться, то остаться в палатке один на один с природой. Поэтому, выехав за территорию базы, я свернул налево и ушел непосредственно к самой реке Адырсу, где очень много мест для того, чтобы поставить лагерь. Сел под деревом, сижу, обедаю. А надо мной наверху белка лазит. Черная такая, с белым пузом. И что-то все время падает. Я присмотрелся, она там орехи лопает. То есть не орехи, с шишек объедает, орешки или что здесь. И в меня огрызками бросает. Зараза такая. Так, ну все, я сыт. Можно размышлять теперь нормально. Смотреть по сторонам и любоваться красотой. Вот за этой горой уже Грузия. Можно подняться. Там есть точка такая, домик стоит. И от этого домика до границы с Грузией всего 800 метров. Там где-то дальше погранзаставы, насколько я понимаю, вот за этим хребтом. Я думаю, я побуду здесь часик-другой, погуляю, отдохну. И я думаю, к вечеру поеду домой. После обеда я пару часов гулял вокруг альп-лагеря Улутау и вдоль реки Адырсу, наблюдая за красотой этих мест. На самом деле я не мог определиться, ехать мне домой или оставаться здесь на ночлег. Местные рассказали, что вокруг очень много заповедных мест, где гуляют дикие туры и даже медведи. Возможно, еще и этот фактор не давал мне определиться, остаться или уезжать. Но все же я принял решение остаться и разбил лагерь. Самое время рассказать о своих ощущениях. Я сегодня опять вспомнил фразу
легко решить, тяжело решиться. Решил я сюда ехать быстро, легко. А вот решиться остаться здесь на ночевку получилось не сразу. Какое-то небольшое было смятение. Думаю, сейчас освоюсь, пообедаю и поеду домой. Ну, пообедал, и все, организм уже чуть расслабился, ситуацию отпустил. И я понимаю, что если я сейчас поеду домой, я буду ночевать дома, в своей уютной постельке. Я так думаю, дома-то я ночую каждый день, а вот в ущельях не каждый день. Надо признаться, что я так себе путешественник в плане палаток. Они у меня бывают крайне редко. Поэтому последние выходные лета этого, крайние выходные этого лета, ночуем в ущелье Адырсу. Произошло у меня здесь сразу же небольшое ЧП. Мне сказали, что туда дальше, если идти, там дрон нельзя поднимать. Там начинается 5-километровая зона пограничная. Говорит, можно либо здесь летать, либо ниже. Думаю, ну подниму здесь дрон. И что на меня нашло, не знаю. В общем, начал его возвращать, полетал, поснимал, начал его возвращать к себе. Не понимал, где он, выключил видео, включил геопозиционирование, карту. И я что-то лечу к себе, стрелкой к себе лечу, и стик вниз зажал. Думаю, ну и пускай заодно снижается. Почему-то я был уверен, что он еще высоко. И тут бах, все, фейл, дрон остановился, координаты мне выдал, твою дивизию. Но смотрю, работает, включаю видео, работает, и понимаю, что где-то на реке. Вижу, лежит на камнях, вода плещется, думаю, вот это мне повезло. Дрон упал на камни, ну точнее как упал, я его сам туда воткнул. Вот, одну лопасть поломал, но вроде бы лучи и мотор целый. Поэтому не знаю, сейчас пропеллеры у меня запасные были, пропеллеры заменил, сейчас попробую взлететь. Если взлетит, то супер. Палаточку я поставил, спальник кинул. По прогнозу ночью будет где-то +5, +3 может быть. Ну и что, чтобы не быть голословным, давайте покажу, как выглядит мой лагерь сегодня. В общем, вот такая небольшая поляночка, вокруг деревья. Вот тут я мод поставил, на ночь накрою его чехлом, чтобы роса осталась на чехле. Вот тут под деревьями поставил палаточку. Здесь у меня место для костра. Ночью буду жечь. Вот дровишек чуть натаскал. Там есть большая вязанка дров. Вот там у меня река. Солнце садится сюда, за эту гору. Соответственно, утром оно встанет вот оттуда примерно. И вот река Адырсу. И, соответственно, вон она, красавица, вершина горы Улутау. Место шикарное, воздух сумасшедший. Если честно, я пока бегал и в панике искал свой дрон по реке, забыл, что тут высокогорье, и чуток даже голова закружилась. Кстати, надо посмотреть, на какой я высоте нахожусь. Мне аж самому интересно. Давайте глянем. 2353. Ну, по сути, такая же высота, как мы были тогда на озере Хурлакёль. Там тоже 2400 где-то. Вот тут 2352, 2335. Ну, в общем, 2350 высота сегодняшнего моего ночлега. Я еще почему остался ночевать? Я думаю, приехал, не облачко, небо чистое, крайние выходные лета. Ну вот думаю, я в следующий раз соберусь сюда ехать. Вот не факт, что я попаду в такую погоду. Поэтому принял решение оставаться. Все-таки на перевале я был прав. Охлаждающей жидкости в бачке нету. Он вообще пустой. Я не знаю, что это за фигня такая и куда она делась. Только зимой ее поменял, новую залил. Что могло с ней стать, понятия не имею.
Ну, в общем, вы поняли, да? Я просидел несколько часов просто у костра. Периодически вставал, подкидывал дровишки. Как говорится, счастливые часы не наблюдают. Уже почти стемнело. Гора Улутау еще немножечко подсвечена. Очень я доволен, что остался, что принял решение именно оставаться. Мне подфартило, у меня вот здесь за спиной ребята, большой лагерь у них был, и они оставили очень много дров. Они когда уезжали, я спросил, говорю, можно пользоваться? Они говорят, да, забирай, нам уже не надо, мы оставляем. Они там еду оставили и дрова. Еду белка ворует, ходит, а я дровами пользуюсь. Все классно, надеюсь, ночлег будет не сильно холодно, мне будет ночью, и все будет супер. Сожгу последние дровишки, прогреюсь и пойду спать. А завтра домой. Так, ну что, время ночлега. Вроде все я сделал, что хотел. Мотик накрыл чехлом, чтобы роса на чехле осталась. И вот иду в свой лагерь. Я возле костра согрелся, нагрелся. У меня спальничек мой новый в этом году взял. И вот этот мой надувной матрас, который что-то не сильно надувной. Сейчас мы его подкачаем. Вот так вот я планирую ночевать. Снизу еще карематы положил, которые у меня на мотике висят. Катаю их вечно, думаю, чтобы хоть толк от них какой-то был. Ну все. Всем спокойной ночи. Ну что, всем доброе утро. Я проснулся на часах 5 утра. Ну, ночлег был так себе. По температуре, ну, под утро было прохладненько. Я даже включил жилетку вот с электрическим подогревом. Меня прогрело хорошенько, все классно. Но не выспался я совершенно, потому что мой вот этот вот мой надувной матрас, вот он, видите, он сдувается. Не знаю, почему сдувается, буду дома разбираться. Ну, в общем, раза 3 или 4 ночью я просыпался, его подкачивал. Ну, соответственно, спал на земле, можно сказать. Поэтому практически не спал. Сейчас пойду на улицу, посмотрю, какая температура. И буду кошеварить и собираться домой. В очередной раз хочу сказать спасибо моим соседям, которые вчера оставили мне дров. Сейчас буду греться у костра. На улице прям свежо. Градуса. У меня на руле там термометр стоит электронный. Сейчас 4 градуса. Так себе, скажу я вам, удовольствие. Я вам должен сказать, друзья, что без костра мое утро было бы не таким интересным. Я бы сейчас, наверное, бегал по поляне для того, чтобы согреться. Потому что 4 градуса на улице. Ну, так я вам скажу. Зябонько. Зябонько. И вообще какая-то поездка получается. Охлаждающая жидкость из мотоцикла куда-то вытекла. Матрас мой сдувается. С одной стороны вроде бы все пошло не по плану, а с другой стороны, да это все такие мелочи по сравнению с тем, что я вчера ночью видел и сейчас вижу. А мне это очередной звоночек, что перед большими и серьезными путешествиями, такими как Норвегия, в которую я хочу поехать, мне нужно еще раз переосмыслить все свое снаряжение, вот, ну и еще раз проверить весь мотоцикл. Сварю кашку, погреюсь у костра и поеду домой. Есть еще одно у меня опасение. Опасение по поводу того, что мой мотоцикл может не завестись, что аккумулятор старенький. Но сейчас поедим кашу и посмотрим, заведется он или не заведется. Показываю лайфхак для туриста, друзья. Только что сам его сочинил, мне очень нравится. В общем, завариваете быстро растворимую кашу. Я использую Everyday каша, в ленте продается. Берете овсяное печенье и туда его крошите. И вкуснятина, я вам скажу. Даже забываю, что 4 градуса на улице. Ну, уже, наверное, больше. Это я уже так сейчас хандрю.
Классно. С утра каша с печеньем, прям то, что надо. Ну и чай, понятное дело. С утра обнаружился какой-то косяк. GoPro не хочет записывать с горячей клавиши. Ее нужно обязательно включить, а потом только нажать на кнопку записи. Какая-то поездка каких-то поломок и непонятных каких-то фантомных отказов систем всяких разных. Если еще и мотоцикл не заведется, это вообще будет полный трындец. Друзья, ну и, наверное, закончим этот фильм мы вот здесь, у реки Адерсу, на фоне горы Улутау, словами Владимира Высоцкого. Лучше гор могут быть только горы, в которых еще не бывал. Путешествуйте и всем добра!